Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о жутких и опасных ошибках прошлого, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Эти моменты, казалось бы, были лишь мгновениями, но их последствия ощущаются до сих пор. Мы расскажем о тех решениях, которые принимались в спешке, о недооцененных рисках и о том, как человеческая ошибка может обернуться катастрофой. Представьте себе, один импульсный поступок может развязать войну, а одно неверное решение может привести к гибели тысяч людей. Мы вспомним Великий Лондонский пожар, массовое истребление воробьев и кошек, Македонскую империю и Сараевское убийство. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по страницам истории, где каждая ошибка — это не просто неудача, а урок, который мы обязаны извлечь. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Искусственные рифы. В Мировом океане есть десятки искусственных рифов, намеренно созданных человеком. Что только не топили люди у берегов. Деревянные и стальные баржи, траулы, танки, корабли и даже гигантские авианосцы. Несколько десятилетий назад американцам в голову пришла гениальная идея – затопить использованные автомобильные шины. Шины утонули. А расхлебывать последствия придется еще долго. Это случилось в начале 70-х, когда переработка отходов только набирала популярность. Организация Баринг решила собрать все старые шины, захламляющие город и его окрестности, и погрузить их на дно Атлантического океана у побережья Флориды. Так появился искусственный риф Осборн. Однако этот проект оказался полным провалом. За несколько лет под водой металлические крепления превратились в труху. Затем сильные подводные течения и штормы разнесли покрышки по дну. И вот уже почти полвека старые колеса периодически выносят на берег. Более того, шины попросту оказались непригодными для жизни кораллов, а покрышки, что разносились по морю, разрушали уже существующие рифы. Теперь правительство, волонтеры и частные компании вынуждены заниматься уборкой, чтобы прекратить вредное воздействие блуждающих по дну океана шин на его обитателей. Великий Лондонский пожар. 2 сентября 1966 года в Великобритании произошла масштабная трагедия. В Лондоне начался Великий пожар, продолжавшийся 4 дня. При пожаре сгорело 13,5 тысяч домов, 87 приходских церквей и даже собор Святого Павла. Большая часть правительственных зданий было уничтожено 80% города. Считается, что пожар лишил крова 70 тысяч человек, при тогдашнем населении центральной части Лондона 80 тысяч. К счастью, большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сложно поверить, но такое масштабное бедствие началось по вине невнимательного пекаря. Пожар взял свое начало в пекарне Томаса Фаринера, размещенной на Паддинг-Лейн, и очень быстро перекинулся на близлежащие строения. Жаль, что у пекаря не вышло что-то испечь, не сжигая половину Лондона. Однако среди всего этого кошмара был и положительный момент. Огонь помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней. Вообще считалось, что пожар навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий. Истребление котов в средневековой Европе. Всем известно, что котиков очень любили жители Древнего Египта, а вот в средневековой Европе кошек, особенно черных, считали спутницами ведьм. Особенно актуальными эти взгляды стали в связи с борьбой католической церкви против остатков язычества. Так вот, в Европе жили-были кошки, и жили они хорошо, пока в XII веке их не начали считать посланниками сатаны и помощниками ведьм и колдунов. Также кошкам припомнили ночные похождения, светящиеся глаза и тихие шаги. Ну чем вам не пособники нечистой силы? Поэтому милейших пушистиков начали истреблять и в первую очередь отправились на костер черные кошки, а за ними и все остальные. В результате популяция этих животных в Европе сократилась до 10% от их первоначального количества. Да, в Средневековье котам пришлось несладко. Впрочем, в те дикие времена глупым людям досталось не меньше. Из-за истребления домашних котов быстро плодились черные крысы, переносчики бубонной чумы. Чума распространялась стремительно, люди умирали. В итоге от черной смерти только в Европе погибло по разным оценкам от 30 до 60% жителей. Истребление воробьев в Китае.
Идея запуска масштабной кампании родилась в 1950-х годах. Но зачем истреблять воробьев? Чтобы побороть голод. Ведь бедных китайцев прожорливые воробьи объедали прямо на полях. Ну что же, сказано, сделано. 12 февраля 1958 года китайский лидер Мао Цзэдун подписал исторический указ об уничтожении в стране всех крыс, мух, комаров и воробьев. Кампания против воробьев приняла наиболее массовый характер. Все жители страны, включая школьников и крестьян, активно участвовали в отстреле и изгнании птиц. Люди кричали и размахивали палками, чтобы не дать воробьям сесть на землю и отдохнуть. От истощения птицы падали замертво. Воробьиные гнезда разорялись, яйца разбивали, птенцов убивали. Кроме этого, стреляли по летящим воробьям. Лишь за несколько дней в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, было уничтожено сотни тысяч птиц. Но эта палка имеет два конца. Когда не стало воробьев, расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, так как в экосистеме исчез важный естественный регулятор, заместить который было некем. Страна оказалась на грани голода. По некоторым оценкам, погибло более 20 миллионов человек. Власти Китая осознали ошибку и вынуждены были начать восстановление популяции воробьев, закупая их в соседних странах. Крушение дирижабля «Гинденбург». Строительство Гинденбурга было завершено в Германии в 1936 году. Он стал самым большим за всю историю пассажирским дирижаблем. Власти Германии возлагали большие надежды на дальнейшее развитие подобных судов, а новость о невероятном транспорте быстро разошлась по всему миру. 3 мая 1937 года Гинденбург с 97 пассажирами на борту покинул Германию и взял курс на Америку. К услугам пассажиров была библиотека, бар, прекрасная кухня. Одним словом, это был настоящий летающий дворец. Продемонстрировав американцам Гинденбург с максимально близкого расстояния, его капитан направил судно на авиабазу Лейкхёрст в Нью-Джерси. За несколько минут до начала высадки пассажиров в одном из отсеков дирижабля произошло возгорание, и меньше чем за минуту горящий Гинденбург упал на землю рядом со швартовочной мачтой. К счастью, несмотря на огонь и падение с высоты, из 97 человек выжили 62. Однако трагическая катастрофа стала началом конца эры дирижаблей и заставила страны отказаться от использования водорода в этом воздушном транспорте. Нападение японцев на Перл-Харбор. Ранним утром 7 декабря 1941 года на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах обрушились удары японской морской авиации. Бомбардировщики, торпедоносцы и истребители поднялись в воздух с авианосцев. Результаты атаки выглядели очень впечатляюще. Тихоокеанский флот США понес тяжелые потери. Из 36 сброшенных японскими силами торпед 25 попали в цели. Было потоплено или повреждено 18 кораблей. Американская авиация понесла еще более значительные потери. 188 военных самолетов были уничтожены, еще 159 были столь сильно повреждены, что в первых отчетах классифицировались как неподлежащие восстановлению. Однако это была лишь тактическая победа. Стратегически Япония проиграла. Гибель более 2500 человек в результате атаки японцев на Перл-Харбор стала для США национальной трагедией, после которой для правительства уже не существовало выбора – вступать в войну или не вступать. Именно этот удар Японии втянул США во Вторую мировую войну, вопреки сопротивлению значительной части американского общества. Александр Македонский не назвал наследника трона. Многие знают Александра Македонского, но вот мало кто знает, что случилось после его смерти. Конечно, я не о том, что его царство распалось, это тоже все знают, а о том, какие именно события привели к этому. Александр построил огромную империю при жизни, но не удосужился родить законного наследника своего престола или назвать преемника. Умирая, он заявил, что его царство наследует самый сильный. Его жена Роксана была беременна, когда он умер. Только спустя несколько недель она родила сына. Когда Александра Македонского не стало, все командование Вавилона решило, что до того момента, как Роксана родит ребенка, царем будет единокровный брат Александра, Филипп Аридей. Когда родился малыш Александр IV, он тоже стал царем.
Сложилась дуалистическая монархия. Высшее командование разделило империю между собой. Спустя год сподвижники Александра Диадохи начали череду войн друг против друга, и эта война продолжалась 40 лет. Царей Филиппа III и Александра IV использовали как заложников и в итоге убили. Македонская империя рухнула и раздробилась на кучу мелких царств. Плотина Святого Франциска. Плотина была построена в 1926 году в каньоне Сан-Франциско, примерно в 50 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. Основной целью было создание водохранилища для нужд Лос-Анджелеса, в котором росло население и требовалось все больше воды. То есть основной целью было создание резервуара, но простояла плотина всего лишь 2 года. 12 марта 1928 произошло катастрофическое разрушение дамбы, высота которой достигала более 50 метров. Плотина разрушилась практически одномоментно и целиком. Погибло по меньшей мере 430 человек. Трагедия до сих пор считается одной из крупнейших в истории США. Кто в этом виноват? Инженер Уильям Малхолланд, решивший, что он умеет строить плотины. Благодаря деловой хватке и умению вешать лапшу на уши, он стал главным проектировщиком дамбы Святого Франциска и контролировал весь ход работ. По завершению строительства в плотине и ее опорах было обнаружено несколько трещин и протечек. Но Малхолланд считал это нормой. 7 марта 1928 года он осмотрел конструкцию и объявил ее безопасной. А уже 12-го дамба рухнула. Сараевское убийство. 28 июня 1914 года эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд прибыл в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. В тот же день первое покушение на него совершил 19-летний Неделько Габринович, который метнул в сторону автомобиля наследника австрийского престола гранату. Но водитель заметил это и успел резко набрать скорость. В результате граната пролетела мимо и взорвала автомобили, следовавшие сзади. А затем эрцгерцог принял решение вместе с супругой поехать в местный госпиталь, чтобы навестить австрийских офицеров, раненых из-за произошедшего взрыва. Последующие события разворачивались довольно стремительно. Неожиданно автомобиль свернул в сторону от запланированного маршрута, и водитель затормозил, чтобы осуществить разворот. В тот момент 20-летний Гаврила Принцип, случайно проходивший по той же улице, подошел к машине и застрелил супругу эрцгерцога, а затем и его самого. Австро-Венгрия потребовала от Сербии тщательного расследования преступления, но сербское правительство упрямо отмело от себя всякие подозрения в участии в заговоре против австро-венгерского наследника. В результате Австро-Венгрия объявила Сербии войну, и так началась Первая мировая война. Решение о проведении линии Рэдклиффа. Что такое линия Рэдклиффа? Это линия раздела территорий Индии и Пакистана, предложенная в 1947 году. Дело в том, что ситуация в Британской Индии, в одном из важнейших колониальных владений Британской империи, территория которого охватывала земли современных государств Индии, Мьянмы, Бангладеш и Пакистана, была очень напряженной. Поэтому было объявлено, что Индия и Пакистан получат независимость. Но какие территории войдут в состав какого государства? Это должны были определить специальные комиссии во главе с Сирилом Рэдклиффом. Рэдклифф был юристом, он никогда раньше не бывал в Индии. Однако это рассматривалось как преимущество, его невозможно было обвинить в предвзятости по отношению к какой-либо из сторон. Не особо заботясь о будущем стран, Рэдклифф вместе с представителями от Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги распилили колонию на части с мусульманским и немусульманским населением. В результате из-за конфликтов на религиозной почве погибли миллионы граждан этих стран. Также этот договор принес и бюрократический хаос, ведь территория была разграничена так плохо, что на границе между странами существовало множество анклавов, то есть территорий, полностью окруженных землями других государств. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр, и не забудьте поделиться в комментариях, какую ошибку прошлого из этих 10 вы считаете самой ужасной.